Итак, друзья, для тех, кто видел в предыдущем ролике, как горит настольный биокамин из простой плоской фляжки, сейчас я расскажу, как его изготовить и как я пришел к идее использовать обычную плоскую фляжку. Идея была простая, то есть огненная вода хранится в таких фляжках, соответственно, почему бы не использовать эту же готовую тару для того, чтобы использовать биокамин, то есть без всяких сварочных работ, используя простые инструменты. Итак, как же его сделать? Мы берем обычную фляжку, с помощью ножовки по металлу делаем горизонтально пропилы таким вот образом. Полученное отверстие в виде параллелограмма будет использоваться для выхода пламени. В качестве подставки для биокамина, так как фляжка нагревается, она из тонкого металла, я решил использовать салфетницу, которая продается в том же магазине хозяйственных товаров. Отрезаются направляющие, зачищаются отрезы, и получается вот такой держатель. То есть фляжка в него отлично вкладывается, встает и уже не опрокинется, то есть биотопливо не прольется, то есть удержание очень хорошее. Биотопливо можно заливать без наполнителя, но для увеличения длительности горения и избегания пролива биотоплива лучше использовать фитиль-наполнитель. Я использовал фитиль-наполнитель из акриловой стекловаты одного производителя, известного, она коричневого цвета. Ее сразу можно найти, то есть германский производитель. И, соответственно, отрезаю ее по размеру нашей фляжки и вкладываю вовнутрь. Теперь по поводу биотоплива. То есть что использовать в качестве биотоплива? Вообще продается готовое уже биотопливо, которое для биокаминов, которое вы можете использовать. Но в нашем городе такое биотопливо не продается, поэтому я использовал смесь медицинского спирта с бензином для зажигалок. Если медицинский спирт у вас в городе достать проблематично, хорошее решение применять такое средство асептолин 90 на базе тоже этилового спирта. Смешивать в том же соотношении 10 к 1, то есть 10 частей спирта или асептолина и 1 часть бензина для зажигалок. То есть смешиваю я в аптечной емкости для анализов, на ней нанесены метки объема. Эту я использую для спирта. Для бензина используем меньшую емкость, тоже с нанесенными рисками. По-моему, это емкость от микстуры от кашля. То есть заливается определенная доля спирта, определенная доля бензина. Они смешиваются тщательно и заливаются в нашу фляжку. Затем эта смесь поджигается с помощью пьезозажигалки или бензиновой зажигалки. Спички использовать не рекомендуется, потому что это небезопасно. По поводу объема заливаемой жидкости. То есть на всех фляжках указан объем в единицах измерения ОЗ. Это жидкая унция. Одна жидкая унция соответствует примерно 30 мл жидкости. То есть 7 жидких унций это 210 мл. Я рекомендую заливать во фляжку 1/3. То есть в данную фляжку будет заливаться 70 мл. Этого объема жидкости, жидкого топлива хватает на время горения примерно 30-40 минут.
Конечно, интенсивное пламя будет в течение первых 20-25 минут. Затем интенсивность пламени снижается и уже не так красиво выглядит. Изготавливать можно разные варианты биокаминов. Я вот использовал фляжки меньшего объема. То есть тут прорезь чуть-чуть другого типа, но тоже хорошо поддерживает горение. И также я пробовал вариант, разрезая фляжку по диагонали. То есть это уже вертикального расположения, это горизонтального расположения биокамина, это вертикального. Треугольные прорези сделаны для поступления большего объема воздуха, чтобы пламя было более веселое и интенсивное. То есть можно делать и такие варианты. Все, на этом спасибо. Соблюдайте технику безопасности. Не заливайте топливо в неостывшую фляжку. И не добавляйте во время горения. На этом все, до свидания.